Привет! Во-первых, я очень сильно попрошу всех противников моей очень аккуратно и интеллигентно высказанной версии держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Ребята, вы верите в вездесущее СБУ, вы верите в то, что это спецслужба, которая не может даже предоставить настоящие перехваты переговоров, а тулит какую-то детсадовскую чепуху. Вы верите в то, что это спецслужба, которая предоставляет на всеобщее обозрение под видом оперативной съемки задержания похитителя Ильи Богданова какой-то розыгрыш, а потом в этом неумело признается, потому когда уже поймали за хвост, с моей, кстати, помощью. Вы верите в то, что эта спецслужба может что-то, вы верите, что спецслужба, которая каждый день выдает на гора новых и новых диверсантов с лицами усталых трактористов, вот она что-то может, окей, это ваше право. Вы верите в то, что Главное управление разведки Минобороны Украины, которая каждый день выдумывает историю о том, что кто-то перепился, умер от интоксикации, что российский солдат выстрелил в другого солдата, тоже с перепоя, что российские бойцы друг друга опять-таки постреляли. Короче, каждый день выдают какие-то уникальные анекдоты, что вот они что-то могут. Окей, это ваше право, вы можете верить в это. И я же говорю, еще в прошлый раз, когда убили одного человека, я сказал, что это ваше право. Ваше право верить в то, что вам рассказывают. И ваше право верить в то, что вы себе нарисовали в голове. Ну, не стоит просто воспринимать чужое мнение настолько в штыки. Воспринимайте его просто как одно из мнений. Ну, для начала я хочу показать нардепа Гончаренко. Я не хочу сейчас показывать вот истеричные вот эти вот крики. Там, ай, слава богу. Они и такое пишут. Слава богу тоже. В стиле таком, что они какое-то имеют отношение к смерти Толстых. Я покажу сначала, что отмочил Гончаренко, но это не имеет отношения к делу, но мне кажется, это интересно. Это кусок Берлинской стены, символа оккупации Кремлем Европы. Так вот, мы здесь напишем наш ответ послу. После того, как посол Германии высказался в том стиле, который не понравился Киеву, они пригласили посла на разборку, но посол, как я понимаю, положил болт на эту разборку, и вот уже нардеп Гончаренко что-то там начинает расписывать. И что же он там расписывает? Это осколок Берлинской стены, который расположен рядом с посольством Германии. Народный депутат Гончаренко, используя свой иммунитет, хулиганит. Но здесь вот, знаете, если бы совсем конспирологически был настроен мозг, то можно было бы кое-что увидеть другое. Дніпровського району охороняють цю територію. Ми прийшли на 9 годин на роботу і оце побачили. Нардепу Гончаренко я бы лично посоветовал вести себя немножко аккуратнее, потому что в свете того, что везде разрисовывают эти памятники красной краской, мог бы, ну, хотя бы другую краску выбрать. Алексей, надо же думать, что ты делаешь. Теперь по тому, что произошло сегодня в Донецке. Сначала я покажу мнение жителей Мариуполя. Для чего, как они считают, Запад хочет провести выборы на Донбассе. Потому что они считают, что это, наверное, какое-то начало урегулирования. Наверное, чтобы наступил наконец мир на Украине и, возможно, чтобы все снова вернулось в границы Украины. И хотелось бы, конечно, видеть Донбасс и Донецк как единое целое. Ну, потому что Европе уже надоело то, что творится на Донбассе. Поэтому они хотят как-то урегулировать этот вопрос. Хотят остановить войну. Да, ключевое слово надоело. Западу надоело, и все, давайте краями уже с Донбассом, ребята, все. Вы заканчиваете здесь, мы заканчиваем вот здесь. Вот. Мне начали говорить, что типа ДРГ, да, там, ДРГ, спецы. Давайте рассмотрим вообще, насколько были осведомлены українські експерти о том, що произошло. Добрий день. Ну от скажіть, будь ласка, що вам відомо стосовно цієї інформації про смерть бойовика Гіві? Ну, відомо те, що о 6:10 на київтяни в Донецьку, як повідомляється, в своєму кабінеті внаслідок вибуху загинув лідер. Они звонили экспертам, которые в свою очередь читали сепаратистские ресурсы и сообщали на украинское телевидение, да, как известно, как сообщили сепаратистские ресурсы, то-то, то-то. Что сообщала Служба безопасности Украины на этот счет? Я лишь пока комментирую ту информацию, которая выходит из массовой информации украинских и... Я комментирую то, что комментируют украинские СМИ и другие СМИ. Насчет других СМИ, сегодня украинские СМИ, абсолютно забыв, что это ничтожные пропагандисты, ату их и все такое прочее, ставили
прямые эфиры, Live.ru, фотографии использовали российских ресурсов. А что, своих журналистов нет на Донбассе? Ну от у мережі поширюється також інформація, що в Гіві поцілили з міномета. Ну про це нам В'ячеслав Оброськін декілька хвилин тому сказав у коментарі. Вам про це відомо щось? А, с миномета, с гаубицы. И вот Шкиряк, уже прошло, вы посмотрите, сколько времени прошло с тех пор, как было совершено преступление. Что комментирует Шкиряк? Ну, знаєте, зараз ще рано говорити про безпосередній спосіб. Ми можемо володіти тією інформацією, яка є у нас справді. Мы можем владеть информацией той, которая есть у нас. Гениально, я считаю, что надо внести в скрижали высказываний Шкиряка. Інформація підтверджується, що це було здійснено у вигляді направленого вибуху. В виде направленного взрыва, но явно сам где-то прочитал на каком-то ресурсе. Тем не менее, российские СМИ уже выдают заказчика этого ужасного преступления. Тем временем в Минобороны ДНР подтвердили, что к убийству Михаила Толстых может быть причастен Зарян Шкиряк, украинский общественный деятель и политик. Он принимал участие в выборах президента, а с 2014-го является советником Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины. А почему же такое решение было принято о том, что это Шкиряк причастен? Потому что Шкиряк когда-то заявил, что будем уничтожать. Ну, такие заявления по десятку на день звучат. А с другой стороны звучат заявления о том, что Киев возьмем. Це визнання. Я давно в розстрільних списках всіх російських терористичних банд, в чому вони мене тільки не звинувачують. Это признание. Шкиряк без сомнения доволен тем, что ему приписали это громкое преступление. Он очень сильно собою горд. Ну, Антон Геращенко прокомментировал, это же мудрый человек, он комментирует по-мудрому. Недалеким, умственно ограниченным человеком. И то, что его ликвидировали или российские спецслужбы, или его товарищи, означает лишь то, что на его место поставят, скорее всего, более умного, более хитрого, более подлого врага Украины. Это надо четко понимать. То есть, по его мнению, Гиви просто обновят. Гиви был недостаточно умный, а туда поставят просто какого-то доктора зло. Ну, с Геращенко все понятно. В принципе, теперь Тымчук. Тымчук рассказывает, мы же предупреждали, да, что следующим будет Гиви. Мы после Моторолы предупреждали, да. Дело в том, что еще когда в октябре прошлого года, после ликвидации Моторолы, мы указывали на то, что следующий кандидат это Гиви. И информация эта подкреплялась прежде всего слухами в рядах самих боевиков. Такая подтвержденная информация всегда пользуется спросом, я вам скажу. Вернемся назад и вспомним, что говорил Тымчук. Если даже эту операцию провели наши спецслужбы, то вопрос, как бы это восприняли в Европе. Но, с другой стороны, когда речь идет о таких явных военных преступниках, я думаю, здесь мы все-таки должны действовать, как, допустим, действует Израиль. Не все так однозначно, оказывается, он утверждал. Просто несколько месяцев прошло, а он знает, что украинские СМИ никогда не перепроверяют то, что люди им говорят. Ну, практически никогда. І частина цього плану, ясно, що треба прибирати таких, як Гіві, як Моторола. Я думаю, що і Захарченко з Плотницьким будуть прибрані в той чи інший спосіб. То есть это план Путина. Это четко говорит Егор Соболев, народный депутат Украины. Для нас тут у всіх велике запитання, що нам важливіше, свобода чи єдність? Колись Конрад Аденауер, видатный немецкий... Ну, что там сказал выдатный немецкий, это как бы к делу не относится, к делу относится к другое. Что говорил сам Егор Соболев в свое время? Он говорил, что Гиви и Моторола могут пройти в Раду. Это, кстати, к слову, тем, которые мне говорят, выступая против моей версии, о том, что, мол, они не могли бы пройти в Раду. Моторола имел российское гражданство, да они вообще не лезли никуда. Ну вы это расскажите украинским спикерам, которые это говорили на каждом эфире. Що Моторола, Гіві і всі інші мають прийти в парламент і бути тут нашими колегами. І це буде узаконено Конституцією. Не можна такими речами гратися, це надто небезпечно. И везде, постоянно они об этом говорили, что Моторола и Гиви войдут в Раду. Моторола и Гиви войдут в Раду. У людей уже в голове это записалось, у украинцев, у избирателей потенциальных, опять-таки, украинской власти или того же Порошенко, это записалось в голове, что Моторола и Гиви пройдут в Раду. Соответствовало это действительности? Не соответствовало. Не собирались они в Раду или же собирались они в Раду. Все равно. Это укоренилось в головах. И люди знали, что выборы там невозможны, потому что ведь Моторола и Гиви пройдут в Раду. Но, конечно же, моим фаворитом мнения остается Юрий Береза, народный депутат Украины, который рассказал о печальной судьбе своего товарища. У мене є
бойовий побратим Артем Кравченко. Він зараз один із самих молодих голів районних рад в Дніпрі. Так от безпосередньо Гіві під час Іловайська, коли він був поранений, добивав його з пістолета. Что? Він зараз один із самих молодих голів районных рад в Днепре. Как я понимаю, у него теперь фамилия у этого его товарища пишется через дефис, «восставший из ада», потому что быть раненым и добитым Гиви, а после этого стать самым молодым депутатом районной какой-то рады, это надо уметь. Вот такой вот короткий обзор по тому, что случилось после того, что случилось сегодня утром. До новых встреч!